Любовь, какое хорошее слово, и как его понимать, а не как. Мы можем его только ощущать, а может это просто химический процесс, переплетение эстрогена, дофамина, адреналина, серотонина, тестостерона и эндорфина. Что нас заставляет ощущать, бояться, улыбаться и переживать? А как же это все формируется внутри? Возможно, это было прикосновение, а может быть аромат или приятные слова, а далее образ, картинка, которая мгновенно отпечаталась у нас в одном из миллиарда нейронов, и в кровь пошли они, поощрения, гормоны, которые подкрепили эту всю связь. Событие одно, а гормоны разные. Почему кто-то боится высоты, а кто-то кайфует, прыгая с парашюта? Наверное, это зависело от того гормона, который первый сформировал образ в этом направлении, но об этом потом. И как же формируется эта картинка, когда вы начинаете повторять этот образ в голове? Формируется нейронная связь, которая с помощью нейромедиаторов подкрепляется выбросом гормонов в кровь. И вы сами подсаживаетесь на этот все еще легальный наркотик. Ведь мозг не осознает, где фантазия, сон и действительность. Поэтому часть людей все еще спит или мечтает, и единицы изучают ареал обитания, нашу действительность. И все же, что такое любовь? Вся наша любовь – это просто ожидание, установка, после реализации которой мы насыщаем свое эго. В любых отношениях все пытаются получить максимум из желаемого и тем самым наполнить свое эго, то есть «я». Любое направление любви связано с наполнением своего эго, эмоциями, гормонами. То есть все наши действия направлены исключительно из ваших убеждений. Что происходит, когда вы страстно кого-то любили даже очень длительный срок, но он не оправдал ваши ожидания? Куда же она делась? Вы прожили с парнем, чувства остыли. Он просто перестал кормить ваше эго. Как только вы перестанете получать желаемое, ваше эго перестанет вас стимулировать гормонами, псевдолюбовью. Но есть еще вера и надежда, гениальная манипуляция сознанием. Тяжело потом слезть с эндорфиновой иглы, не правда ли? Представьте, у вас есть кот, но вы его кастрировали. Почему? Вы же его любите. Вся эта любовь неосознанна. На самом деле вы любите себя, но вам приятнее, когда есть еще кот. О нем же можно заботиться и проявлять псевдолюбовь. А кошка, когда родит, готовы нести ответственность? Не всегда. Любовь избирательна, вы не сможете испытать это чувство к тому, чей образ не был ранее загружен вами. Бывает, конечно, другое, но об этом я бы потом рассказал. Это такие названия, как страх, чувство потери, собственничество. Примеров много, но суть не меняется. Жаль, что в этом признаются единицы, даже самому себе. А куда это чувство девается, когда ваши ожидания не оправданы? Все очень просто. Когда ваше внутреннее «я», эго, наполняется, реализуются все ваши желания, мечты, события, ощущения, все они подкрепляются гормонами, и вы испытываете эйфорию, псевдолюбовь. Очень тяжело осознать свое «я», ведь оно там, где вы его никогда не будете искать.